Всем привет гостям, подписчикам моего канала. Наконец-то я добралась. И сегодня я буду делать мастер-класс, чтобы им с вами поделиться на такого вот дракончика. Хотя, не знаю, мне кажется, на бегемотика похож. Но это дракончик такой. Хотела еще крылья сделать, но уж получается слишком много вот здесь торчит деталей. А так, мне кажется, он и без крылышек вполне нормальный, вполне симпатичный получился. Так, в этом дракончике пришивать будем только голову. Также пришивать будем глаза, но тут один глаз, он просто так рассоединен. И пришивать ушки. Ну, можно сделать вот такую челочку, кому охота. Или я вот думала, да, связать такой гребешок, как у дракона. Но решила остановиться просто на обычной челочке. Так, переходим к материалу. Что нам нужно для создания такого подстаканника? Так как у меня зеленый, а я всегда меняю потом цвет, да, неохота еще зеленого. Вот такой буду желтой пряжей вязать следующего дракончика. Скажем так, это будет у нас как лайм, а это лимончик. Такие дракошки. Понадобится основная пряжа желтая, немножко красной, чуть-чуть для язычка вот такого длинного, который у нас скручивается вот так. Не хочет он длинным быть. Также сама белая пряжа. Эта пряжа у меня детская новинка от Пехорки. Также понадобится, вот у меня есть такая пряжа ирис черный, даже и не видно ее, да. Ну и тут совсем немножко, именно просто чтобы разделить глаза. Можно не брать эту пряжу, можно любой черный для шитья, можно для вышивки взять ниточку и просто сделать маленькую такую утяжку. Также нам понадобится иголка с большим ушком, крючок у меня номер 2 такой, который не номер 2. Также нам понадобятся глаза. Какие глаза будут у этого лимончика, я пока не знаю. Поэтому вот у меня они здесь все рядышком. Потом буду подбирать, какие подойдут. Глаза 6 миллиметров. Вот такие. И еще, опять же, да, я так, здесь я ничего у него не тонировала. Но я держу поблизости пастель, потому что вдруг мне захочется затонировать где-нибудь что-нибудь этому желтому дракончику. Также сама вот кисточка, которая у меня тут уже распушилась. Ну, можно любую. Возможно, я ему еще что-нибудь затонирую. Можно затонировать ноздри, вот которые у нас, да, утянуты, чтобы немножко так, как бы, они были заметнее. Также можно будет немножко здесь тонировочку сделать на ушках, но я решила ему пока ничего не делать. Все это потом посмотрим, нужно или нет. Ну и что еще нужно? Еще нужен холофайбер, и не очень много, его мало, потому что у нас только набивается голова. Немножко набиваются вот тут ножки в начале, да, пальчики вот где формируются вот здесь, и хвостик. Так что наполнителя нам понадобится очень-очень мало. Так, еще, если глазки у нас клеевые, нам обязательно нужен клей-кристалл, потому что без него никуда. Ну и все, кажется, все. Ну, еще, конечно, можно булавочки. Куда без булавочек, да? Но это и то, если пришивать глаза, закрепите ушки. Но так они больше особо не нужны. Маркер, любая ниточка контрастного цвета нам тоже подойдет, потому что
мы будем, ну, просто следить за началом ряда и где-нибудь вот отмечать дополнительные маркеры, отсчитать, да, где будут вязаться лопусики наши. Ну, вот так. Все объясним, все покажем, и все у нас получится. Так, начинаем вязание дракончика мы из тела. Это просто у нас вот такой вязаный круг. Описание вы видите сейчас. Но здесь все легко и просто. Вы свяжете это и без объяснений. Вот я этот круг намного плотнее связала, чем у первого. Здесь намного посвободнее, и он побольше получился. Этот чуть-чуть поменьше. Ну вот, заметно. Если расправить, тогда все. Так, связали этот круг, нажали на паузу, и дальше мы вяжем хвост. Вот мы провязали 12 ряд, да? И теперь мы делаем соединительный столбик. Вот так. Поставим маркер, у меня ниточка. Чтобы этот соединительный столбик нам больше не трогать, вяжем дальше хвостик за переднюю полупетельку. Вот за переднюю полупетелечку провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так. Здесь у нас остались полупетли. Теперь делаем прибавку. Так же само за переднюю полупетельку. 1, 2. В одну петелечку. Провязали. Поворачиваем вязание. Вот так. И теперь вяжем по обратной стороне за оставшиеся полупетли. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в последнюю полупетелечку провязываем прибавку. 1, 2. Вот первый ряд у нас готов. Опять поворачиваем вязание. У нас вот получается вот такая деталечка. Дальше второй и третий ряд мы вяжем по кругу. В круге у нас 16 петель. Вот у нас стоит маркер в этой петелечке. Я сейчас его пока убирать не буду. Проложу маркер вот сюда, вот так. Или как его сделать-то, чтобы не потерять. Ну, хотя и так не потеряю, да, он тут будет. И вот за эту первую петельку вяжем первый столбик второго ряда. И по кругу 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот он наш 16-й столбик. 16. Второй ряд готов. Вяжем еще третий ряд. Так же само 16 столбиков по кругу. Провязали третий ряд. Теперь вяжем четвертый. В четвертом ряду первая у нас идет убавка. Убавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Снова вяжем убавку. И дальше до конца ряда 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, четвертый ряд готов. Ну а дальше у нас идет 5, 6 и 7 ряд. Мы вяжем без изменений по кругу 14 столбиков в ряду. Вяжем так 3 ряда. 5, 6 и 7. Так, провязали 3 ряда. Вяжем 8 ряд. В 8 ряду первая у нас идет убавка. Далее 3 столбика. 1, 2, 3. И снова убавка. И заканчиваем это 7 столбиками. Вяжем 7 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Дальше 9 и 10 ряд мы вяжем без изменений. 12 столбиков по кругу. Вяжем 2 ряда. Так, провязали. Теперь вяжем 11 ряд. В 11 ряду у нас идет убавка. 3 столбика. 1, 2, 3. И снова убавка. Убавляем за передние полупетли. И заканчиваем ряд 5 столбиками. 2, 3, 4, 5. Так. В ряду у нас 10 столбиков получилось. 12 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. И 2 столбика. 1, 2. Так, в ряду у нас получается 9 столбиков.
Дальше вяжем 13 ряд. 3 столбика. Подождите, вяжем. Вяжем, вяжем, вяжем. Так можно вязать до конца. Нам нужно набить хвостик немножко, поднабить его. Для этого я, как всегда, возьму свою палочку, выручалочку, и набью хвостик. Вот так. Раз, тут распределили и добавляем новую порцию. И так, не надо его делать круглым, толстым, пусть будет такой приплюснутый. И набиваем так, средний. Так, набиваем хвостик. Так, вот я набила хвостик. Он такой мягкий. Так, продолжаем вязание. Вяжем 13 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. Убавка. Убавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Так, в ряду у нас 8 столбиков выходит. 14 ряд. 1 столбик. Убавка. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Я еще немножко набью хвостик. И здесь мне на помощь уже придут ножницы. Вот так. И вяжем 15 ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Убавку. И 1 столбик. В ряду у нас выходит 6 столбиков. Ну и дальше 16 ряд, заключительный ряд, в котором мы вяжем убавки до полного закрытия. Одна, 2, ну и даже вот, ну пусть будет 3. Да, видео не выключайте, не убегайте, не обрезайте. И вот теперь надо так тут сделать соединительный столбик, хотя даже не надо. Вот мы сделали, да, убавки почти, ну, можно сказать, все закрыто. Все. Теперь мы будем вывязывать вот этот гребешочек на хвостике. Для этого вот у нас есть одна петелька,
вот сюда. Как бы я сделаю так соединительный столбик. Вот так лучше возьму. Делаем 3 воздушные петли. И здесь примерно пропускаем один столбик, один ряд, да? И вот так насквозь один столбик протыкаем. Стараемся более-менее посерединке. И делаем соединительный столбик. Вот так. Это начало нашего гребешка. Опять делаем 3 воздушные петли. Пропускаем один вот ряд. Ну, можно сказать, не ряд, а просто через столбик, да? В следующий. Вот здесь мы вот ввязали. И вот сюда опять мы ввязываем. Так, опять соединительный столбик. Снова 3 воздушные петли. Вот мы тут ввязали. И тут уже не особо по центру. Поэтому, ну, пусть будет немножко в бок. Ничего страшного. Опять так же самое. Через столбик. И соединительный. Вот так. Получается таких 1, 2, 3 штучки. Дальше делаем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Так же самое. Через один столбик. Ну, можно сказать, в следующий ряд делаем соединительный столбик. Снова 4, снова 4 петли воздушные. 2, 3, 4. И так же самое. И так как у меня здесь вот видно, да, чуть-чуть сюда идет, я теперь возьму и немножко уйду в другой бок. Так же самое. Соединительный столбик. Снова 4 петли. 3, 4. И по центру соединительный столбик. Снова 4 воздушные петли. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. 4 раза по 4 воздушные петельки. Получается. Вот так. Такой он пышный. Ну и пусть он будет туда-сюда волнообразный такой. Это даже еще интереснее. Теперь набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И так же самое. Через столбик. Снова 5. 1, 2, 3, 4, 5. Соединительный столбик. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И опять соединительный столбик. Так. Вот так. Вот такой гребешочек у нас получается. И провязываем вот так по 5 воздушных петель и соединительный столбик до нашего первого ряда. Ну, как бы вот этот первый ряд, да, который мы вязали за передние полупетли, в него мы уже не будем, ну, не надо делать. Получается до второго ряда хвостика. Вот до него. 5 воздушных петель соединили, 5 воздушных петель соединили. Вяжем. Так, все, я провязала гребешочек. Вот ниточка осталась. Теперь я ее обрезаю.
Оставляю достаточно длинный конец, чтобы запрятать. Закрепляю. И вот я решила вот довязать, ну как бы, да, вот этот первый ряд, вон здесь, я сюда не спускалась за него. Получается, между первым и вторым рядом у меня вот последний соединительный столбик. Получается, как арку из 3 воздушных петель мы повторяли 3 раза, арку из 4 воздушных петель мы повторяли 4 раза, и арку из 5 воздушных петель кто сколько повторил. Потому что у всех у нас тут разный кончик получился, да, возможно. Поэтому у меня арка из 5 воздушных петель получилась сколько? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 арочек. В первом дракончике у меня таких арок получилось 7 штук. Вот так. Значит, у него здесь хвостик короче. Короче хвостик. Поэтому так и вышло. Вот так. Поэтому не пугайтесь. Будет больше, еще красивее, значит. Еще лучше хвостик. Все, ниточку прячем. Так. Теперь мы вяжем с вами рот для нашего дракончика. 2 воздушные петельки. Во вторую от крючка провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Как всегда, я закреплю ниточку. Сейчас буду вязывать. Второй ряд вяжем 6 прибавок по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик прибавка и так повторяем 6 раз. Столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка и 1 столбик, прибавка. Так, в ряду у нас получается 18 столбиков. И дальше 4 и 5 ряд вяжем без изменений по 18 столбиков в ряду. Провязали 2 ряда, делаем. Теперь будем связывать детальку. Вводим крючок и сразу за оба полотна вот так мы провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ниточку зафиксировали и обрезаем
Оставляем совсем немножко. Мы будем ротик ввязывать, он нам не нужен. Вот так. Так, теперь вяжем язычок. Для язычка берем красную пряжу. Здесь можно подлиннее оставить, потому что очень короткая ниточка, она будет очень сильно мешаться. А подлиннее ниточку легче убирать в сторону. Так, набираем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот такая цепочка. Со второй петельки провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Ниточку фиксируем и обрезаем. Язычок готов. Вот такой. Можно, конечно, его распрямить, один раз утюгом отпарить, и он будет ровненький, но мне нравится больше такой закорлючкой. Снова возвращаемся к желтой пряже и вяжем уши. Уши нам нужны 2 штучки. Так, ниточку тоже подлиннее, потому что потом ее прятать легче. Оставляем конец. Набираем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали. Со второй петельки от крючка провязываем соединительный столбик. Вот так. Дальше 2 столбика без накида. 1, 2. Потом 2 полустолбика с накидом. 1, 2 и 1 столбик с накидом. Вот такое ушко у нас получается. Ниточку фиксируем, обрезаем. Ну, можно оставить, это у нас просто, чтобы запрятать ниточку. Ну, а это уже так оставим, чтобы пришивать подлиннее. Таким же образом вяжем второе ухо. Ну, вот такие ушки у нас получаются с вами. Откладываем их в сторонку. Так, теперь берем белую пряжу. Будем вязать глаз. Он у нас один. Так, ниточка не надо. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петельки от крючка провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. В последнюю петельку 3 столбика провязываем. 2, 3. Затянули. И по обратной стороне цепочки вяжем 2 столбика. 1, 2. И в последнюю полупетелечку прибавка. Так, в ряду получается 10 столбиков. Второй ряд провязываем прибавку. 3
ой, 2 прибавка, 2 столбика, 1, 2, 3 прибавки, 1, 2, 3, 2 столбика и 2 прибавки, 1 и 2. Вот так. Дальше 3-й и 4-й ряд мы вяжем без изменений, 16 столбиков в ряду. Провязали 2 ряда, 3-й и 4-й, вяжем 5-й. В 5-м ряду мы вяжем убавки. 1 убавка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и маркер не нужен. Сейчас набьем. Провязали 8 убавок и теперь немножко набьем глазик. Вот так. Достаточно. Нам надо его еще утянуть будет, поэтому и еще провяжем 2 убавки. Это получается у нас 10 убавок. 9 и 10. Соединительный столбик. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставляя достаточно ниточки для пришивания. Вот так. Так, теперь еще быстрая манипуляция. Берем черную ниточку, рис. Вот иголочка, ниточка. Я сделала такой узелок побольше на конце. Так. Носик, видите, да, как он у меня вот так продвинут, ну, вдоль. И вот это здесь где-нибудь вставляем так в столбик, чтобы закрепился наш узелочек. И опять можно внутрь. Нет, не надо внутрь. Теперь нам надо вот так проложить ниточку напополам, да, делим глазик. И вот теперь уже сюда внутрь заводим. Угу. Ровненько следим и затягиваем. Вот затянули. Сейчас немножко еще расправится. И теперь закрепляем. Закрепляем. Вот так. Закрепили. Можно еще один раз закрепить. Можно еще. Ну, все. Оставлю маленький такой кончик. Вот такой. Его все равно видно не будет. Все это вошьется. Ну, мы пришьем, и все спрячется. Так. Ну и все. Глазик готов.
можно уже подбирать цвет. Приложить к желтенькому и примерно подобрать, какие подойдут. Но я этим заниматься не буду. Подождем, когда будет готово.